Решение уехать из Авдеевки пришло не сразу и не просто. В последние 3 месяца, наверное, вот так вот, точно уже не помню. То нет света, то он есть, то нет, есть. Связь ее нет. Отключили интернет онлайн. Тоска зеленая. У нас в доме всегда как-то связь была плохая. И плюс отключили воду. Вода – это главное, что в нашей жизни. Ее надо было носить на 3-й этаж в каких-то емкостях. И утро начиналось попросту с воды. Руки уже до колен увеличились, растянулись, так бы сказать. Суставы, постоянное вот это вот мытье, стирка в холодной воде. Ну, как-то научились стирать в своих машинах, заливали через контейнер для порошка водичку. И если машина начинала работать, значит, достаточно. Полоскали, это точно, не дополаскивали белье. Воды просто не хватало. Ну и начались обстрелы. Я никогда не думала, что повторится 14-15 год. Никогда не думала. Я думала, это были самые тяжелые годы. И зима была холодная, 14-15 год. Попросту. Отопления не было. И просто мы замерзали. И вот опять это началось. Шли по дороге домой, слышали 2 взрыва. Это даже я слышал, хотя я оглох полностью. Я не слышал ничего. Ночью однажды я проснулся часа в 4 или 5, я не помню уже. Кровать дернулась. Мне показалось, что кровать дернулась подо мной. Спросил утром у Нины, было такое? Да, было. И это не первый раз, каждую ночь такое. Опять тот же свист над головой. Набираем воду в бойлерной, свистит над головой. Слышны разрывы, слышна сирена. В последнее время стали сирену включать. И слышны колокола церкви. Церковь работала, люди ходили. Ну, шел по Центральному проспекту. Один дом, 4-й, 5-й этажи. 5 окон подряд вот так вот. Черные. То есть горел 4-й этаж и загорелось на 5-м этаже. Напротив дома 3 этажа. 3-й, 4-й, 5-й. 3 окна. Рядом на аллейке видно, не знаю, мина, снаряд. Калибр очень большой какой-то, 152 или что-то вот так вот. Попал под дерево. Акацию. Ну, акацию, правда, не завалил. Ну, яма была здоровенная. Немножко дальше там была воронка. Ну, вот в мой рост, у меня рост 160-165 сантиметров. Диаметров от 3 до 5 метров. Вот такая вот. Буквально накануне этого дня при обстрелах погибло 5 человек и 8 ранено. У нас в подъезде 10 квартир, 10. Сейчас жилых осталось 2 квартиры, остальные все выехали. И вот когда соседи со 2-го этажа выехали, остались мы, над нами Ира. Маринка, у нее дочка, уехала в Харьков на лечение. Ну, там и застряла в связи с обострением этой ситуации военной. Ира
Ну, и ей одной страшно. Она приходила к нам. Мы ее, конечно, от себя не отпускали. Старались, чтобы она у нас побыла. Я даже не знаю, как сказать. Я то ли привыкла к этим обстрелам, но особо они меня не колыхали. Сидели, чаи гоняли, ужинали. Правда, не лезла еда в рот. Ира-то вообще не могла есть, просто заставляли ее. Вот время уже к полночи, она, ну, наверное, я пойду. Я говорю, да сиди, я буду вязать, а ты сиди на меня, смотри. Куда ж тут оставаться? Надо было ехать. Куда? Самые близкие люди для нас, самые дорогие. Это дочь, внук, семья дочери. И вопрос вот так вот стал с выездом. Ну, опять не все сразу. Я нашел в интернете перевозчик Мария Шульгина. Вроде как договорились. Жена разговаривала с ней, потому как я не мог. Я же не слышу ничего. А она разговаривала. Вроде договорились. Условия такие: 50% предоплаты, везут до Варшавы. Ну, очень хорошо. Причем дешево. 4000 гривен. Но 2000 нужно было перевести сразу. Перевели. На следующий день договорились, что она сказала, водитель вам позвонит за 3 часа до отъезда, чтобы вы успели подготовиться, там и все такое. В 10 часов никто не звонит, 11 часов никто не звонит. Начали звонить ей. Не волнуйтесь, он сейчас позвонит. Еще через час, не звонит никто. Не волнуйтесь, он уже едет к вам, готовьтесь. Елена тоже звонила ей, вроде бы все. Автобус там на сколько-то, я не знаю, мест. Вроде как все нормально, все хорошо. А потом связь прервалась. То есть она перестала отвечать. Ну, мы поняли, что нас обманули. Потом Славику стало хуже. Пошли в аптеку, отложили поездку. Назначили лечение, капельницы, уколы. Спасибо медсестрам, у нас 2 хорошие девочки на дому лечили. Вроде подлечили. Собрались опять ехать. Потом нашли другого, Сережа. Сразу 2 нашли, Сережа и Женя. Женя просто сказал, что, учитывая состояние здоровья вашего мужа, я бы не советовал вам выезжать. Я просто боюсь его не довести. Ну, Сережа, умничка, сказал, довезем. На следующий день 10 часов позвонили, сказали, ну, через час будем. 11 часов его нету, 12 часов нету. Где-то в час дня Нина опять позвонила ему. Он сказал, через полчаса будем. Ну, в 2 часа они приехали. Правда, зашли вдвоем. Я понял так, что они 2 водителя. Он ехал со своим отцом Виктором. Молодцы. Они всю дорогу нас опекали. Ну, во-первых, они приехали, сразу поднялись к нам в квартиру. Так, что забирать? Забрали мы самый мизер с собой. Даже тонометра не взяли. По всей дороге, сколько мы ехали, перед Киевом только были указатели. Все указатели сняли. То есть нет такого, что едешь, и тут указатель направо на Киев, прямо на Чернигов там, или куда-то Черкассы. Ничего нету. Либо замотаны черным,
либо вообще сняты. Вот так вот. Въехали мы в Киевскую область и пошли мы по кругу, вокруг Киева ездить. Нас отправляли с одного блокпоста на другой. Везде с нас спрашивали спецразрешение на проезд. И в ночное время, комендантский час как раз у них ввели, о котором Сережа не знал. Вот, ну, ехали все хорошо, доехали, никаких приключений. То есть на блокпостах просто документы проверяли, откройте багажник, посмотрели, счастливого пути. Все время с Аленой перезванивались. Они с Вальдиком выехали нас встречать. И тоже им пришлось заночевать, ожидая нас. И вместо ночи или утра мы приехали аж где-то около 2 часов, наверное. Witam. Nagrywam. Witam, Waldek. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, bezpieczeństwo. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło widzieć wreszcie. И опять слезы. Ну, уже от радости. Алена, Вальдик тут нас подхватили. Сразу завезли в кафе. Мы хоть нормально помыли руки. Покушали. Супчик обалденный был, запомнился. И круассан. Давно я не видела таких круассанов. Ну, и дальше все пошло совсем по-другому. Wy уже дома. Совсем иной мир. Квартира у нас, ну, по нашим меркам, это однокомнатная. Комната, кухня, балкон, приличный большой балкон. Во дворе двор очень хороший, ухоженный. Детская площадка шикарнейшая во дворе. Детки, ну, часов 10 появляются детки на площадке. Польские квартиры, они от наших отличаются. Я вот заметила, что обои не клеятся, красятся стены, потолки гораздо выше наших. Устроены они очень удобно. Нет вот этой нашей громоздкой мебели, под которой лазишь, там выгребаешь то, что упало случайно, и то, что не случайно туда попало. Тут вот шкафы закрытые, встроенные. Не надо париться. Был бы стол, стулья и на чем спать. Освещение и телевизор. Все. Остальное все есть уже. Посудомоечная машина. Она, по-моему, называется змыварка. Привыкла. Могу сказать, руки мои отдыхают, но они все еще не отошли от тяжестей, от воды, от холодной воды, в которой болталась день и ночь. Суставы еще воспаленные. Ну, в общем, быт налажен. Мне нравится еще 3-й этаж, да? Я на 5-й этаж к маме ходила с этими покупками. А тут лифт. Хоть на 2-й этаж, хоть на 3-й. Хочешь, ходи пешком. Хорошие лестницы, хорошо освещены. И очень мне нравится вот детский дворик, детская площадка. Такое хорошее покрытие. Удобные лавки. Можно, вот солнечная погода, да? Сидят мамочки молодые и бабушки нестареющие. Смотрят на деток. Детки вот они на глазах гуляют.
нет луж, нет кирпичей, на которых споткнется дитё, обдерет и коленки, и ладошки, и лоб свезет. Этого нет. Ну вот, не знаю, наверное, все делается для людей. Делают люди для людей. Вот, ну, поражает меня, вот быт поражает. Я на квартиру вот смотрю, и да, и плинтуса совершенно не такие, как у меня. Они вот белоснежные. У меня коричневые были. И то за неимением воды могли бы быть серо-коричневые. Ну, привыкаю, все мне удобно. Все удобно. И могу сказать, мне это нравится. Здесь недалеко есть суши-бар. Там на входе сердечко, желто-блакитное. И не только здесь, я еще несколько видел. Там для украинцев бесплатно можно пообедать. Это действительно, заходишь в это заведение, обслуживающий персонал всегда приветливый, улыбается, вежливый. Садитесь, мы все сделаем, сейчас принесем, все, пожалуйста, садитесь, подождите чуть-чуть. Вот так. Я выходила из некоторых магазинов, стоят то девочки, то хлопцы и собирают деньги для помощи украинцам. Получается, вся Польша помогает Украине. Отношение людей. Вот мне очень много приходится бывать в больнице, и я вижу в разных больницах отношение обслуживающего персонала к посетителям. Оно намного лучше, чем у нас. В больнице мы шли, и там есть такая пожарная дорога, как я ее перевел. Так вот, машин много, но ни одной машины на этой пожарной дороге нет. Люди на перекрестках стоят, ждут, когда загорится зеленый свет. Не так, как у нас. Красный, зеленый, без разницы. Пошли и все. О, я о главном забыла. Забыла сказать о главном. Горячая вода. Она тут есть постоянно. Ночью иду, вода есть. Утром проснулась, вода есть. Замечательно. Не потому, что, наверное, я избалована и вот дорвалась до горячей воды, до каких-то удобств. Нет, это, наверное, просто элементарный быт, который должен быть у нас. И у нас вот его в Украине нет уже 8 лет. Вот только приехали, сделали очки. Ну, сделали довольно быстро. Вот сейчас я как раз в них и сижу. Были мы в Старой Варшаве. Ну да, мне, наверное, плакать, как с горы катиться. Я там аж расплакалась. Вот земля ваша в хороших руках. Угу. У нас бы это было все в мусоре, в пакетах, вот такой вот шкарбе. Очень чисто. На улице очень чисто. Впечатление такое, что дороги, проезжую часть, и дорожки велосипедную, автомобильную моют с порошком. Чисто все, хорошо.
Я пока мало что понимаю, но некоторые слова созвучные с украинскими. Вот. Читаю все, что написано на заборах, ну, в смысле, какие-то рекламки, чек читаю, который получаю в магазине. Да, и тут идет стройка, и плакаты. Висят огромные плакаты, я бы сказала, транспаранты, и я пытаюсь их прочитать. Название офисов. Вот иду, читаю, вот как только что выучила 3 буквы и пытаюсь что-то из них составить. Не знаю, пока тяжело, но я же говорю, столько вот людей, которые понимают хоть слово, и их стремление помочь и привлечь, кто рядом стоит, меня это поражает, и мне это очень помогает, очень помогает. Были мы у родственников Вальдека в гостях. Исключительные люди, веселые, открытые, доброжелательные. Вот я зашла, ну вот теплая обстановка, все классно. Вот, ну все мне нравится, все нравится. Ну вот до конца Авдеевка меня, конечно, не отпустила. У меня там сестра, брат с семьей, соседи. Некоторые не выехали, и сестра с братом, и семьей не выехали. Общаемся по телефону, через Вайбер в основном. Вот. В Авдеевке очень трудно сейчас, очень трудно. Тянет в Авдеевку. Там все-таки наш дом. Там все мои родственники. Там похоронены родители, родители моих родителей, дядьки, тетки. Все родственники, которые умерли. У нас 3 кладбища, на всех 3 кладбищах у меня родственники есть. Потому что я местный, я авдеевский. Все зависит от того, что там происходит. Будет ли цел наш дом. Потому что что сейчас делается со всеми городами на Украине, это ж кошмар. Их просто стирают с лица земли. Тяжело. Война – это плохо. На сегодняшний вот момент я рада, что мы оттуда выехали, что я со своими, что я в своей семье здесь. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie 2 uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a później wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu и змарtwychwstaniu. Жизнь, она такая интересная штука. Куда повернет? Надеюсь, в лучшую сторону.